Маски-шоу. Что это было? Пантомима в очередном перерождении? Сдобренная нехитрым реквизитом клоунада? Танцевальная, музыкальная, а может быть и вовсе разговорная телепередача? Алло? Да, это маски-шоу. Нет, мы не в прямом эфире. Да, в записи. Ну да, я понимаю, что вы звоните сейчас, а я записывался вчера. На какого зрителя она рассчитана? Для чего создавалась? И главное, актуален ли ее смелый, безалаберно-гротескный юмор по прошествии стольких лет со времен пиковой популярности? Само упоминание вросшего в подкорковый лексикон названия перетряхивает память и будоражит воображение, которое рисует эксцентричных, пестро наштукатуренных и со вкусом разодетых лицедеев, способных ежеминутно удивлять даже самого искушенного зрителя. В свое время каждый из нас облюбовал и сохранил в сердце тот или иной художественный образ масок. Кому-то приглянулась заботливая медсестричка Евелины Блёданс, кто-то с удовольствием опрокинул бы рюмаху первачка с казаком Владимира Комарова, а кого-то навсегда пленила горячая куртизанка в исполнении Натальи Бусько. Мы прочно отождествляем красный смокинг с его бессменным обладателем Георгием Делиевым, не представляем Бориса Барского без фронтовских усиков а-ля Дали и вряд ли чаем увидеть кого-нибудь, кроме Александра Постоленко, в легендарной сценке «Мана-мана». Короче, правда в том, что комик-труппа «Маски» в том составе, в котором началось завоевание ею постсоветского ТВ, объединила чертовски талантливых и невероятно самобытных артистов. Прекрасно чувствуя партнера, они органично взаимодействуют как живьем, так и в кадре, но при этом остаются верными собственной фактуре и сценическому темпераменту. Что же послужило импульсом к образованию такого энергичного и разношерстного ансамбля? Как случилось, что собравшийся под крышей Одесской филармонии коллектив «Масок» не насчитывал и одного профессионального актера? Кто стоял у истоков знаменитой комик-труппы и по чьей вине затея вообще могла увянуть на корню? Это и многое другое мы и попытаем счастье выяснить, совершив ностальгическое путешествие в те беззаботные дни, когда нажатием кнопки пульта время будто останавливалось, чтобы вместе с нами окунуться в удивительный мир эксцентрики и буфонады под названием «Маски-шоу». История знакомства и сплочения будущего костяка масок немного туманна, ведь подобно древней былине или ОРЗ, передается она из уст в уста. Слишком уж яркой выдалась череда поворотов судьбы, да и немало жизненных дорог сошлось на солнечных улицах мировой столицы юмора. Шерстя пыльные газетные архивы и листая выцветшие страницы интернет-форумов, мы сочли верным начать рассказ с прибытия в Одессу банды из Амура. В банде были урки, шулера. С прибытия в Одессу херсонского паренька Жоры Делиева. Случилось это в далеком 1977 году, когда подающий надежды воспитанник художественной студии твердо решил посвятить себя зодчеству. И вот, постигая премудрости архитектурного искусства в застенках инженерно-строительного института, Делиев неожиданно увлекается пантомимой и попадает в театр-студию «Крик», где знакомится с будущими коллегами по труппе Игорем Малаховым и Александром Постоленко. Параллельно в аналогичной студии «Знаки» учатся Борис Барский и Владимир Комаров, а в мастерской при Дворце моряков студентка водного института Наталья Бусько. Уже в 1981 году на концерте в честь 15-летия одесской пантомимы происходит их знакомство, завязывается дружба. А вот следующие 3 года окажутся для ребят в некоем смысле поворотными, хоть на первый взгляд не самыми творчески продуктивными. И не мудрено, ведь одни продолжают наслаждаться студенческой жизнью, другие, выпорхнув из альма-матер, честно отправляются батрачить по распределению. Например, Георгий Делиев работает архитектором в Пятигорске и Кишиневе, однако пантомиму не забывает. Больше того, желая передать ценные навыки местным энтузиастам, организует в этих городах собственные театры-студии. Трудится по специальности и Борис Барский, выпускник факультета атомной энергетики Одесского политеха.
Но вдруг, собирая воедино осколки биографической мозаики, мы узнаем, что еще в 78 и 82 соответственно, Делиев и Барский умудряются примкнуть к легендарным лицедеям, дабы сообща приносить смех и радость людям. С каждым спектаклем приятели все сильнее утверждаются во мнении, что порхать на сцене куда выгоднее, чем простаивать часы за кульманом или глазеть на табло электроприбора. А между прочим, знакомство с главными мимами Союза происходит на излете 70-х во время одесских гастролей труппы. Стилистика и манера игры лицедеев оказывают большое влияние на становление молодых артистов. Перенимая опыт ленинградского коллектива, зарождающиеся маски постепенно отходят от классической черно-белой пантомимы, насыщая костюмы яркими цветами, а саму клоунаду гораздо более современными приемами, нежели те, которым обучили их одесские педагоги. Итак, Вячеслав Полунин, окончательно доказавший, что клоуну одинаково по плечу арена цирка и театральные подмостки, не только вдохновляет Барского и Делиева, но предлагает им стать частью своего проекта. Правда, если Бориса Владимировича такое сотрудничество побудило вернуться, чтобы создать нечто подобное в родном городе, то Георгий Викторович, решив бросить градостроительство в пользу пантомимы, уже в 84-м готовится окончательно перебраться с побережья Черного моря к берегам Финского залива. Кажется, творческие пути артистов вот-вот разойдутся, но внезапно сидящему на чемоданах Делиеву поступает предложение, отвергнуть которое он просто не в силах. Находясь в отъезде, он узнает об организованном силами Барского и Постоленко «Мимансе», то есть коллективе массовых сцен для экспериментального ВИА при Одесской областной филармонии. Недолго думая, Георгий Викторович отправляется домой и по возвращении обнаруживает любопытную картину. Или он чересчур долго ехал, или же вмешался злой рок. В общем, музыкального ансамбля и след простыл, а вот клоуны, как говорится, остались. К счастью, дирекция решает сохранить гримированную ватагу и в качестве наставника зовет именитого хореографа и педагога Владислава Дружинина. Для новоиспеченной труппы это, безусловно, крупная удача, ведь ленинградский варяг на ту пору мог похвастать работой у самого Аркадия Райкина, мэтра советской эстрады. А голова на что, а? Черепок. Он ведь думает, шарики бегают, мысль движется, мозги шевелятся. Думает человек, соображает. Полгода под крылом Дружинина явно не проходят даром. У пышущих творческой энергии ребят начинает вырабатываться фирменный стиль, орава единомышленников преобразуется в причесанный коллектив, и самое главное, коллектив этот впервые нарекают масками. Источником такого броского названия служит гармоничное объединение канонов 3 направлений сценического искусства – пантомимы, клоунады, а также комедии дель арте, уличного театра импровизации, действующие лица которого скрывались под различными масками. В нашем случае роль маски скорее символична и подразумевает чередование артистами различных амплуа. Помните, в телевизионных эпизодах некоторые участники труппы частенько предстают в 2, а то и 3 ипостасях, и иногда лишь конечные титры дают нам это понять. Набросав маскам пунктирную линию развития, Дружинин отбывает восвояси, а худруком и режиссером, успевшей дать первые гастроли труппы, становится Делиев. Это режиссер от Бога. Величина его таланта не вмещается ни в какие рамки. Я бы даже сказал, не влезает ни в какие ворота. С этого момента популярность одесситов стремительно идет в гору. Театр начинает колесить по советским городам и весям. В том же 84-м к маскам приходит первый успех на телевидении. В юмористической передаче «Вокруг смеха» Делиев и Постоленко на потеху публики демонстрируют обретшую культовый статус интермедию «Мана-мана, тынч-тынч-тырырым». Многих любопытствующих наверняка интересует вопрос, а что же это за «Мана-мана» такая? Одним мелодия знакома по шоу Бенни Хилла, другие слышали ее в исполнении Маппетов или плюшевых обитателей улицы Сезам, а третьи даже помнят, как эхо «Мана-мана» заполняло пустые комнаты в квартирном вопросе. И теперь мы приступаем к следующему этапу.
по декорированию стен. От старых обоев избавляемся и вместо них будем клеить то, что, в общем, даже трудно назвать обоями. Что ж, тайны тут никакой нет. Автором песенки является итальянский композитор Пьеро Умилиани, сочинивший музыку для кинокартины «Швеция. Ад и рай» об интимной стороне жизни скандинавского общества конца 60-х. Скандальная слава ленты, как, впрочем, и гениальная простота наряду с прилипчивостью самой композиции, позволили Мана-Мана занять верхние строчки тогдашних хит-парадов, а также разлететься по миру в качестве гимна флегматично-сумасбродному настроению. В общем, для программы центрального телевидения, напоминавшей скорее сонные партсобрания, номер масок оказался настоящей сенсацией. Живой дуэт одесских клоунов будто до основания разрушил грезы бюрократа Огурцова, сыграв знакомый эпизод репетиции Бима и Бома в обратном порядке. Такой фурор оказывается действенным катализатором растущей популярности труппы. Впереди, тур за туром, первые заграничные гастроли и право гордо называться лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Эти милости судьбы, конечно, ставшие результатом большого труда и своевременного раскрытия таланта, возводят культурный статус масок на совершенно иной уровень, позволяя в скором времени осуществить новый рывок. Собственным упорством и стараниями друзей ребята пробиваются на большие экраны и в 1991 году снимают эксцентрическую комедию «7 дней с русской красавицей». Помимо участников коллектива, пополнившегося к тому времени Михаилом Волошиным и Юрием Сковородневым, в картине принимают участие одесские джентльмены и маститые кинозвезды. Потому что вы завтра улетаете на солнце. Да, но ведь там мы все сгорим. Неужели вы думаете, что в генштабе сидят одни идиоты? Вы полетите ночью. Забавный факт. Картина, созданная на руинах павшего цензурного заслона, легла на полку вследствие продюсерских расприй, ожидая встречи со зрителем целых 5 лет. И все-таки шедевром эту полнометражную работу назвать весьма трудно. Потому ли, что непривычно формальную обстановку герои так неуклюже разбавили всевозможными дурачествами, маски, явно делавшие упор на его величество абсурда, казались будто не в своей тарелке. Итого, сюжет щедро напичканной гэгами ленты получился до ужаса невнятным, а актерам масок при этом не удалось как следует раскрыться в кадре, чтобы показать зрителю свое мастерство. Парадокс? Вы думаете, это конец? Кстати, «7 дней с русской красавицей» не первое совместное появление одесситов на экране. В 1987 году киевский режиссер Борис Небиеридзе приглашает их в картину «Диск-жокей», представляющую собой двухсерийный ламповый фильм-концерт с участием Жанны Агузаровой и Алексея Горбунова. Ладно, успокойся. Ты же настоящий одессит. А диск-жокей — это душа общества. Все будет нормально. Держись меня, и все будет в порядке. Здесь Постоленко и Бусько страстно танцуют на раздевание, Делиев в парадном пиджаке бьет чечетку, а затем ребята на потеху публики вшестером исполняют фирменный эксцентрический танец, показанный еще не раз и вошедший в один из первых выпусков телесериала, регулярности и живучести которого на протяжении следующих 15 лет остается только позавидовать. Именно в 91-м начинается плодотворная и коммерчески успешная работа масок на ТВ. Одним выстрелом убивая 2 зайцев, они записывают тематические эпизоды прямо во время очередных заграничных гастролей. Так возникают маски в Колумбии, в Германии и даже в Японии. К счастью, язык пантомимы не знает речевых барьеров, поэтому иностранный зритель тепло принимает одесских клоунов. Дефицита идей коллектив явно не испытывает, тем более что добрая треть отснятого, по признанию самих артистов, чистейшая импровизация в кадре. Более того, из остатков материала создаются новые полноценные серии. Кажется, им под силу смешить всюду – на стадионе, в зале суда, оркестровой яме или на пляже, примеряя на себя образы спортсменов, туристов, свадебных гостей, подсудимых, искателей кладов или врачей, актеры теперь уже маски-шоу, мощным потоком живительной клоунады орошают иссохшую ниву отечественного телевидения. А ведь подобный трюк, увы, так и не удался именитым лицедеям, хотя с большим успехом множество раз повторялся за рубежом. Для примера, Бенни Хилл, а позднее и Роуэн Аткинсон, активно работавшие в этом направлении, быстро добились внимания европейской аудитории, по праву обретя звание виртуозов не только разговорного, но и пластического жанра.
Безусловно, легендарные номера Полунина вроде «Блю Канари», «Асисяй» или «Нельзя» тоже своего рода жанровый прорыв, несопоставимый, однако, с революционностью маски-шоу как долгоиграющего телепроекта. Именно маскам посчастливилось усилить творческий заряд в меру интуитивным коммерческим расчетам и техническими преимуществами киносъемки. Сравните хотя бы, насколько зрелищнее выглядит ускоренный вариант эксцентрического танца в противовес его живому исполнению. Именно маски, в отличие от вальяжных северных лицедеев, берут южным, в некой степени итальянским темпераментом и по-хорошему опрокидывают с ног на голову радиоволновой досуг обывателя. Одесские актеры комбинируют новые техники и традиционные художественные приемы путем пробы и ошибок, вырабатывая собственный, неповторимый стиль игры с учетом культурного запроса постперестроечной аудитории. Для миллионов людей маски-шоу становятся настоящей отдушиной в тяжелые времена дефицита, бандитского беспредела и государственной нестабильности. Подобие выкрутасов, которые дети привыкли видеть в любимых мультиках, маски исполняют сами, импровизируя на тему прозаичных ситуаций, чтобы разукрасить серые будни цветными карандашами фантазии. Вот больничные пациенты играют в шашки таблетками, вот заглядевшегося на уличную красотку туриста обчищают и раздевают до трусов проворные колумбийские воришки. Одна из моих любимых сцен эпизода «Маски в ГАИ» изображает торжественный автопробег глухого водителя по ногам лающего инспектора. Ну а слепой стриптиз в купе под пристальным взором зубрилы так просто шедевр на все времена. Можно с уверенностью сказать, что на 90-е пришелся расцвет шалостей и масок на ТВ. Это поистине самый творчески насыщенный период в истории коллектива. Артисты фонтанируют выдумками, спонсоры выстраиваются в очередь, зрительская любовь не знает границ. Отчасти благодаря маскам вскоре возникают и другие довольно успешные телевизионные проекты. Ведь то, что «Каламбур», «Долгоносики», а позднее «Комедийный квартет» созданы выходцами из маски-шоу, давно ни для кого не секрет. Смело и амбициозно маски встречают новое тысячелетие, находя свежие идеи для очередных выпусков. Однако не выдерживают конкуренции с набирающим популярность форматом ситкомов, заполонивших эфирное время. Телеканалы делают выбор в пользу многосерийного мыла, которое в скорости обретает над масками количественное, но отнюдь не качественное превосходство. Знаменитую передачу становится банально некому лоббировать на ТВ. Так, цикл эпизодов под актуальным тогда названием «Маски на выборах», показанный в 2006 году, остался без продолжения и сегодня является последним в истории программы. Словно предчувствуя грядущий поворот конъюнктурного флюгера, маски еще весной 2003-го открывают собственный репертуарный театр, закономерно возвращаясь к тому, с чего когда-то начинали. На сцене Одесского дома клоунов с аншлагом проходят спектакли Георгия Делиева по одухотворенным классическими сюжетами пьесам Бориса Барского, которыми труппа радует зрителя и ныне. Параллельно со службой в театре, бывшие и действующие актеры масок реализуют себя в иных сферах творчества. Делиев музицирует и пишет экспрессивные картины, Барский – лирические стихотворения, а Наталья Бусько еще с конца 80-х стала талисманом Киры Муратовой. Режиссер часто задействует одесских артистов в своих поздних работах, открывая публике драматическую грань их таланта. Так что вы хотели? Только чашки и все. Ну, так бы сразу и сказали. Так я так сразу и говорю, мне чашки. Вот ваши чашки. Мне не нравятся эти чашки. Что вы говорите? Любопытно, что сотрудничество Киры Георгиевны с масками началось задолго до образования коллектива. Например, в картине «Долгие проводы» 1971 года в роли мима появляется Олег Емцев, опытнейший клоун труппы и, между прочим, ученик Марселя Марсо, всемирно известного маэстро пантомимы. Что ж, вне всяких сомнений, маски-шоу было и остается знаковым явлением нашей культуры. Артисты переосмыслили и преобразили облик современной клоунады, сохранив ключевые принципы этого сложнейшего жанра. Подумать только, сделав невинное студенческое увлечение делом своей жизни, маски вдобавок прослыли новаторами на поприще развлекательной индустрии.
Именно поэтому редкий дар смешить и вызывать добрую улыбку наряду с негаснущим задором масок дают нам повод ставить их работы в один ряд с комедиями Чаплина и летающим цирком Монти Пайтона, тремя балбесами и проделками мистера Бина, номерами выдающихся комиков и классиков пантомимы. Конечно, за последнюю пару десятков лет сценической работы создатели передачи накопили горы материала, который только и ждет своего часа. Хочется верить, что возвращение масок в обновленном формате еще впереди, а современные возможности вещания лишь помогут им осуществить грандиозные творческие замыслы. Поживем увидим, благо нынешнее безвременье всегда можно скрасить просмотром любимого эпизода, подарив себе приятную встречу с героями детства. И поэтому, когда на душе у меня скребут кошки, я непременно вспоминаю о Маске Шоу.